Давно я не выходила в эфир с такими роликами. Ну, хотелось бы мне сделать такое небольшое вступление для знаков Стрелец и Козерог и вынести его в отдельный ролик. Потому что это очень существенно, и не хочется потом делать ролики про Козерога и Стрельца очень длинными. Но это важно, потому что в гороскопе существует две химеры. Для начала, кстати, определюсь, что я имею в виду под словом химера. Химера – это когда в одной сущности уживаются две разнородные совершенно природы. Ну, как две ДНК, например, в одном человеке. Итак, всего две подобных сущности есть в гороскопе, и это как раз знаки зодиака Стрелец и Козерог. При этом у нас Стрелец – это симбиоз человека и коня, ну а Козерог вообще симбиоз горной козы и рыбы. Причем эти два знака не просто стоят рядом в гороскопе, они обрамляют такую очень важную точку. И эта точка – это символическая смерть одного солнечного круга, одного солнечного года и начало нового солнечного года. Ну, мы еще и называем Рождество, поскольку действительно Рождество празднуется в самом начале Козерога, после самых-самых темных дней в году. Древние друиды, кстати, объединяли эти два события, день зимнего солнцестояния и Рождество, в один большой праздник, длинный-длинный, самый длинный в году. Называли его Йоль. Он праздновался много дней, и интересной такой традицией йольской было жечь йольское полено. Это полено нам очень пригодится в сегодняшнем ролике, поскольку выбирали для него самое толстое дерево, и потому что оно должно было прогореть весь йоль. Каждая искорка йольского полена была супер важна, поскольку она олицетворяла нового теленка, нового поросенка, нового ребенка, который придет в мир в этом году. И очень важно было сохранить огонь горящего полена, пронести вот эту огненную нить между темнотой смерти в новую жизнь. Но вернемся к нашим химерным знакам вокруг этих событий, вокруг Йоля. Почему же они двойственны? Потому что личность этого знака, сам знак, он неразрывно связан с кем-то еще. То есть это такая неличная личность. Проявить свою природу, личность Козерога и личность Стрельца без социума, в отрыве от социума, никак не может. Социум для них как лакмусовая бумажка. Из наших роликов вы уже, наверное, знаете, что древние астрологи до открытия высших планет Урана, Нептуна и Плутона пользовались всего 7 планетами. Это 2 светила, Солнце и Луна, 3 личные планеты, Меркурий, Венера и Марс, и 2 социальные, Юпитер и Сатурн. И вот как раз эти 2 планеты, Юпитер и Сатурн, и взяли в свое хозяйство Юпитер – знак Стрелец, а Сатурн – знак Козерог. Юпитер, в греческой мифологии его называли Зевс, голова олимпийских богов. Он ниже Сатурна по иерархии, поскольку он и в греческой мифологии сын Сатурна. Он ближе к людской, к человеческой природе и управляет нашим земным космосом. Ну а Сатурн выше, Сатурн холоднее, Сатурн отстраненнее. Он занимается структурой, он управляет временем и безвременем. И его задача создавать эту структуру, рамки, стенки, которые Зевс, Юпитер, потом наполнит жизнью. Ну, надо сказать, что в греческой мифологии Сатурн и Зевс как-то не очень дружили. Сатурн знал, что ему было предначертано потерять свою власть из-за своего ребенка, и поэтому он глотал своих детей. Зевсу повезло. Мама Рея подсунула Сатурну вместо Зевса камень, и Сатурн проглотил его, чем, собственно, и подпортил себе свое будущее существование. Но о принципах и мифах хозяев знаков Стрелец и Козерог мы поговорим, наверное, в соответствующих им роликах. Я очень надеюсь, что вы поможете, дадите мне сил их снять своими лайками и подписками. А сейчас вернемся к этой двойственности. Все, кто принадлежит знакам Козерога и Стрельца, видели и даже, наверное, разглядывали, как они рисуются.
Так где же там этот социум, который обозначает их двойственность, где он там зашит? Вот именно в этом я и хотела бы разобраться, потому что это очень важный ключ к пониманию природы этих знаков. Стрелец в зодиаке открывает последнюю его четверть. Четверть мудрых стихий. Мудрой стихии огня – стрелец, мудрой стихии земли – козерог, мудрой стихии воздуха – водолей и мудрой воды – это рыбы. Традиционно стрелец изображается в виде кентавра, то есть такой сущности, соединяющей голову человека, человеческую природу с телом дикого коня, с животной природой. Кстати, в некоторых религиях вместо коня изображали льва, что еще больше нас наталкивает на часть огненной природы в этой сущности. Но это уже совершенно не похоже на лесной пожар или неуправляемый вулкан Овна, на стремление к власти и организации людей льва. Это совершенно другая природа, имеющая свои иные задачи. И эти задачи – это передача огня, это прометеевский огонь. Это задача пронести искру идеи чего-то нового сквозь темноту зимы на какой-то следующий круг, на какой-то следующий уровень. Кстати, для этого же кентавру просто необходим лук с натянутой стрелой. Не добежит, тогда стрельнет. Ведь победить смерть не может меч. Победить смерть не может царь. Но победить смерть может только жизнь. И эту жизнь призван кентавр-стрелец передать на следующий уровень. А искра нового огня – это и есть семя новой жизни. Однако идею Прометея невозможно реализовать без социума. Ведь нужны какие-то рецепторы, приемники этой идеи. Принцип «я есть мы» и в каждом из нас есть что-то общее, невозможно без этого мы реализовать. Нужны те, кто начнет это что-то новое, но не забывая принципы социального взаимодействия, этики, морали, развлечения добра и зла, всего того самого основного, без чего жизнь не сможет существовать. Но как покажешь этот социум на картинке? Никак, как тех, кто ждет стрелы Прометея. Ну а теперь перейдем к знаку Козерог. Конечно, его начертание, соединение горной козы с таким внушительным рыбьим хвостом, тоже на первый взгляд никак не может нам отразить понятие социума. Но, опять же, природа знака Козерог не может без социума проявиться. Давайте посмотрим на сам зодиак, на стандартную космограмму. Стрелец расположен на вершине западной полусферы гороскопа. Козерог на вершине восточной полусферы. А между ними как раз срединный меридиан, его называют МЦ, точка высшего проявления, точка цели и максимума. В ролике о полусферах мы говорили о том, что западная полусфера ориентирована на взаимодействие с другими, восточная же акцентирует внимание на собственном пути и воле. Это подкрепляет символику социальности стрельца, но как же быть с Козерогом? Вспомним, что есть еще разделение и на нижнюю и верхнюю полусферу. Нижняя полусфера ученичества и набора каких-то знаний, и верхняя полусфера учительства, передачи, реформации. А если соединить обе полусферы, то получим 4 квадранта. И мы увидим Козерога в 4-й его четверти, в 4-м, последнем квадранте. В этом квадранте уже нет огня. Последний знак стихии огня, стрелец, остался в 3-м квадранте. Нет огненного самоутверждения. Это квадрант опыта, которому уже не нужны внешние оценки. Или, может быть, еще не нужны. Это квадрант зимы, воли, осмыслений. И при этом квадрант неимоверных личных усилий. Таких усилий, которые нужны семечку для того, чтобы прорасти в росток, когда придет время Овна. Внешний мир не может оценить усилия Козерога. Ни Козерога, ни Водолея, ни рыб, кстати. Возможно, это самая наполненная жизнь, но она совершенно загадочна для внешнего мира. Так же загадочна, как глубина старости или магия беременности.
Инициацией воли этого квадранта, мудрости материальной природы и является Козерог. Нет, он не ждет оценки от мира, он на него опирается. Он зарожден огнем жизни стрелы Кентавра. Он знает все, кроме себя пока еще. Он нужен миру, но мир не видит, не понимает Козерога, пока он не пробьет скорлупу семечка, пока он не взберется на свою вершину, пока не дотянется до своей природы, которая ему дарована. Рыбий хвост, особенно в начале пути Козерога, это тяжкий груз водной стихии. Практичному Козерогу очень сложно сначала нести весь сон чувств, подсознания, прошлого, эмоций. Это как большой-большой рюкзак. Но этот большой рюкзак, он же живая вода для Козерога и помощь ему в пути, поскольку этот путь он должен пройти один. Ну и в пути Козерогу никак без интуиции, без умения лавировать, обходить препятствия, обтекать какие-то острые углы, изобретать какие-то системы и инструменты. Ведь, как говорят Козероги, они бегут к цели, идут к цели, ползут к цели и даже лежат по направлению к цели, если уж совсем нету сил. И вот в этот момент им как раз очень сильно пригодится рыбий хвостик, вот та живая вода из рюкзачка, которую они тащат с собой. Ведь рыба еще и символ веры, веры в то, что путь дан по силам Козерогу. Что внутри у, казалось бы, внешне совершенно мертвого семечка есть самое главное, есть весь набор сил, есть сила самой жизни. Ну а социум тут, это все, что рисовалось вам, пока я рассказывала про Козерога. Это гора, на которую он взбирается. Я бы даже сказала, это что-то вроде зиккурата, то есть это две горы. Та гора, которую он должен пройти для того, чтобы поставить на ней какой-то новый флагшток, новый уровень высоты для нового витка, года, идеи, продукта, природы, человечества. То есть в какой-то степени это такая Голгофа для Козерога, ну и для Иисуса, который в нем родился. Поскольку весь этот путь он проделает в одиночестве. Как я уже говорила, пока Козерог в пути, мир его не видит. Он заметит его только тогда, когда Козерог доберется до своей вершины. Кстати, вот многие не очень хорошо относятся к знаку Козерога, считают ярких представителей этого знака такими единоличниками, карьеристами, сухими и даже черствыми. И все это не очень согласуется с тем, что я говорила выше. Но это именно так выглядит просто извне. Потому что цель для Козерога всегда важнее эмоций. Эмоции он может и готов прятать, если они мешают его цели. Поэтому в какой-то степени можно считать, что неразвитый Козерог может идти по головам. Но для него это не так. Настоящий Козерог, он на самом деле очень тонко чувствует понятие «какая разница». И он не будет останавливаться на пути для того, чтобы долго сравнивать форму камушков, если для него цель поставлена и к ней нужно идти. Да, интересно, но тратить на это много времени он не будет точно. И в конце своего пути Козерог, несомненно, овладеет сразу двумя стихиями. Он научится ими пользоваться, и ему с ними будет комфортно. Это и практичность Земли, уроки, которые он извлечет по пути, и всю глубину познаний воды, мудрости и интуиции, которая поможет ему в этом пути. Ну а подробнее о знаках зодиака и конкретных их мифах мы поговорим в следующих роликах. Спасибо за внимание и пока!